Здравствуйте, дорогие зрители! Вы будете сильно удивлены, когда узнаете, какие невероятные предсказания сделал известный астролог Константин Дороган на 2024 год. Сегодня мы поговорим о том, что ждет Россию и мир в ближайшем будущем. Сможет ли Россия выстоять в таком сложном противостоянии и когда закончится специальная военная операция? Ответы на эти вопросы вас сильно удивят, и только досмотрев видео до конца, вы сможете их получить. В этом видео мы также рассмотрим прогнозы других известных экспертов, таких как Григорий Кваша, Ванга, а также узнаем, что предсказывают астролог Тамара Глоба и энергопрактик Надежда Королева. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в будущее. Давайте начинать. Итак, друзья, Константин Дороган – это известный астролог с более чем 30-летним опытом в астрологии. Его имя стало синонимом точных и вдумчивых предсказаний, которые помогли множеству людей разобраться в своих жизнях и подготовиться к будущим событиям. Родился Константин в Харькове, где и начал свою астрологическую карьеру. Его интерес к звездам и планетам зародился еще в детстве, когда он впервые услышал о том, как небесные тела могут влиять на нашу жизнь. С тех пор он посвятил свою жизнь изучению астрологии и разработке методов, которые помогают ему делать самые точные прогнозы. В 2014 году Константин принял решение покинуть родной Харьков и переехать в Москву. Это было непростое решение, но оно оказалось правильным. В Москве Дороган продолжил свою работу, углубляясь в исследования и расширяя круг своих клиентов. Благодаря этому переезду он получил возможность работать с более широкой аудиторией и оказывать помощь большому числу людей. Константин Дороган разработал уникальные методы астрологического прогнозирования, которые позволяют ему заглянуть как в ближайшее, так и в далекое будущее. Основу его методов составляют глубокие знания астрономии, астрологии и многолетний опыт. Одним из ключевых методов, используемых Дороганом, это анализ движения и положения звезд и планет. Он тщательно изучает астрономические данные и сопоставляет их с событиями на Земле. Этот метод позволяет ему делать точные прогнозы и предсказания, которые часто сбываются. Другим важным методом, используемым Константином, является синхронизация астрономических данных с историческими циклами. Он изучает историю человечества и выявляет циклические закономерности, которые повторяются с определенной периодичностью. Это помогает ему предсказывать глобальные события и изменения в мире. Константин Дороган недавно разместил пост, в котором детально описал события, которые ожидают нас всех с вами в этом году. Его предсказания основаны на глубоких астрологических исследованиях и анализе текущих геополитических процессов. Согласно его прогнозу, первое полугодие 2024 года станет продолжением 2023 года, когда начал прослеживаться переходный процесс человечества от однополярного мира к многополярному. Дороган охарактеризовал 2024 год как период, когда двери закрываются в результате глобальной трансформации. Он считает, что в этот период произойдут значительные изменения в политической и экономической сферах, которые определят будущее многих стран и регионов. Этот год станет важной вехой на пути к многополярному миру, где влияние нескольких крупных держав будет определять глобальную политику. По словам Дорогана, процесс перехода к многополярному миру уже начался. И 2024 год, особенно его вторая половина, станет важным этапом этого процесса. В первой половине мы уже сами наблюдаем за переменами, которые начались в 2023 году. Это время будет характеризоваться значительными политическими и экономическими изменениями, которые затронут все уголки мира. Константин Дороган называет 2024 год – это год закрывания дверей. Этот термин отражает идею, что в этом году многие старые и устаревшие структуры и системы будут окончательно завершены и заменены новыми. Это касается не только политических систем, но и экономических моделей, социальных институтов и международных отношений.
Ближе к 2025 году, согласно прогнозам Дарагана, мир вступит в новую политическую реальность. Этот переход будет сопровождаться значительными изменениями в глобальной расстановке сил. Некоторые страны усилят свои позиции на международной арене, тогда как другие смогут столкнуться с серьезными вызовами и необходимостью адаптироваться к новым условиям. Летом 2024 года начнется реализация международных договоренностей, которые потребуют нестандартных решений и подходов. Этот период будет особенно важным для установления новых правил и норм, которые определят дальнейшее развитие международных отношений. Дараган считает, что многие вопросы, которые казались нерешаемыми, найдут свои ответы именно в этот период. Политические изменения, которые начались еще в 2023 году, будут продолжаться и на протяжении всего 2024 года. Он прогнозирует, что смена политических ориентиров уже началась и будет длиться до кризисного 2028 года. В это время произойдут значительные перестановки на политической арене, которые затронут как крупные державы, так и региональные игроки. 2024 год, вторая половина, станет годом значительных экономических преобразований. Астролог прогнозирует, что в этот период произойдут крупные изменения в мировой экономике, которые приведут к формированию новых экономических союзов и альянсов. Эти изменения будут направлены на создание более сбалансированной и устойчивой глобальной экономической системы. Помимо политических и экономических изменений, 2024 год будет характеризоваться значительными социальными и культурными сдвигами. Астролог считает, что в этот период произойдут важные изменения в обществе, которые повлияют на мировоззрение и ценности людей. Это время будет отмечено ростом социальной активности и стремлением к справедливости и равенству. К концу лета 2024 года начнется реализация международных договоренностей, которые были достигнуты в предыдущие годы. Этот процесс потребует нестандартных решений и подходов, поскольку мир будет стремиться к стабилизации и установлению новых правил и норм международных отношений. Константин Дараган считает, что в этот период будет особенно важным для формирования новой глобальной структуры, которая определит дальнейшее развитие международных отношений. Смена политических ориентиров уже началась, и этот процесс будет длиться до 2028 года. Астролог подчеркивает, что мы уже находимся в начале этого процесса, и он будет сопровождаться значительными изменениями на политической арене. В 2024 году многие страны пересмотрят свои внешнеполитические стратегии и начнут искать новые отношения с союзниками, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям. Перемены будут настолько кардинальными, что к концу 2024 года геополитическая обстановка примет иной, а для некоторых стран и неожиданный оборот. Константин Дараган предсказывает, что эти изменения будут затрагивать не только глобальные державы, но и региональных игроков. Некоторые страны могут усилить свои позиции на международной арене, в то время как другие столкнутся с серьезными вызовами и необходимостью адаптироваться к новым условиям. Он предсказывает, что геополитическая карта мира изменится, и эти изменения будут влиять на многие аспекты международных отношений. Смена политических альянсов и союзов станет одним из ключевых элементов этого процесса. Некоторые страны будут стремиться укрепить свои позиции, создавая новые коалиции и альянсы, в то время как другие будут вынуждены адаптироваться к новым реальностям. Экономические изменения также будут значительными. Астролог прогнозирует крупные преобразования в мировой экономике, которые приведут к формированию новых экономических союзов и альянсов. Эти изменения будут направлены на создание более сбалансированной и устойчивой глобальной экономической системы. В этом процессе важную роль сыграют новые технологии и инновации, которые будут способствовать экономическому росту и развитию. Помимо политических и экономических изменений, 2024 год будет характеризоваться значительными социальными и культурными сдвигами.
Астролог считает, что в этот период произойдут важные изменения в обществе, которые повлияют на мировоззрение и ценности людей. Рост социальной активности, стремление к справедливости и равенству станут основными чертами этого периода. Люди будут стремиться к созданию более справедливого и равноправного общества, что отразится на многих аспектах жизни. Также астролог уделяет особое внимание влиянию этих изменений на Россию. Он считает, что Россия будет играть важную роль в формировании новой глобальной структуры, и ее влияние на международные отношения значительно усилится. Однако для этого Россия должна будет адаптироваться к новым условиям и найти новые пути для укрепления своих позиций на международной арене. Для некоторых стран изменения, предсказанные Дораганом, станут настоящим шоком. Некоторые страны столкнутся с неожиданными вызовами, которые потребуют от них быстрого и решительного реагирования. Здесь важно будет адаптироваться к новым условиям и находить пути для стабилизации ситуации внутри страны и на международной арене. Также Константин Дороган неоднократно высказывал сомнения касаемо того, что Запад прекратит оказывать военную поддержку противникам России. Тем не менее, он отмечает, что план США и их союзников начал трещать по швам, что указывает на возможное ослабление их позиции. В настоящее время наблюдается процесс торга между Западом и Москвой, где каждая сторона пытается добиться максимальных уступок и выгод для себя. По прогнозам астролога, в конце 2024 года ситуация в мире резко обострится. Противостояние между основными геополитическими игроками станет более жестоким, и напряженность достигнет нового уровня. Это обострение будет вызвано рядом факторов, включая экономические трудности, политические кризисы и нарастающее недовольство в различных странах. Астролог предсказывает, что военные конфликты и локальные войны станут более частыми и интенсивными. В некоторых регионах мира возможны новые вспышки насилия и агрессии, которые будут иметь серьезные последствия для мировой стабильности. Противостояния между крупными державами могут привести к новым конфликтам, где каждая сторона будет стремиться укрепить свои позиции и защитить свои интересы. Политическая нестабильность станет еще одним фактором, способствующим обострению ситуации. Астролог считает, что многие страны столкнутся с внутренними кризисами, которые могут привести к смене власти и изменению политического курса. Эти изменения будут оказывать значительное влияние на международные отношения и глобальную политику. Несмотря на обострение ситуации, астролог считает, что на рубеже конца 2024 года и зимы 2025 года начнутся попытки договориться. Эти переговоры будут сложными и долгими, но они могут стать первым шагом к стабилизации ситуации и достижению мира. По мнению астролога, первое обсуждение предстоящих мирных договоренностей начнутся уже ближе к осени 2024 года. Эти переговоры будут проходить в условиях высокой напряженности и недоверия, но они необходимы для поиска компромиссов и решения накопившихся проблем. На этих встречах будет решаться судьба многих регионов и территорий, и результаты этих переговоров могут оказать значительное влияние на будущее мира. Астролог считает, что для достижения мира и стабилизации ситуации потребуются нестандартные решения и компромиссы. Каждая сторона будет вынуждена пойти на уступки, чтобы добиться общего соглашения и предотвратить дальнейшее обострение конфликта. Эти компромиссы могут включать в себя пересмотр политических и экономических стратегий, изменение границ и установление новых правил международных отношений. Россия будет играть важную роль в этих переговорах и процессах. Астролог считает, что Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, но для этого ей потребуется адаптироваться к новым условиям и найти пути для сотрудничества с другими странами. Важно будет найти баланс между защитой национальных интересов и участием в международных процессах, направленных на достижение мира и стабильности. Астролог предсказывает, что военные действия также начнутся и возле российских границ, особенно на территории Белгородской, Орловской или Курской области. Это предсказание основано на текущей геополитической напряженности и анализе астрологических данных, которые указывают на высокий риск эскалации конфликта в этих регионах.
Белгородская область, граничащая с Украиной, является стратегически важным регионом. В случае начала военных действий здесь могут возникнуть серьезные проблемы с безопасностью и стабильностью. Потенциальные угрозы включают обстрелы, диверсии и другие виды военной активности. Орловская и Курская области также находятся в зоне повышенного риска. Эти регионы могут стать ареной для военных маневров и столкновений, что создаст угрозу для местного населения и инфраструктуры. Важно отметить, что подобное развитие событий потребует быстрого и решительного реагирования со стороны российских властей. Несмотря на высокий риск военных действий, астролог говорит, что первые обсуждения предстоящих мирных договоренностей начнутся уже этой осенью. Эти переговоры будут важным шагом на пути к достижению мира и стабилизации ситуации. Международное сообщество также сыграет важную роль в этих переговорах. Важно будет привлечь к обсуждениям представителей различных стран и организаций, чтобы обеспечить всесторонний подход к решению проблемы. Поддержка международных партнеров сможет значительно повысить шансы на успешное заключение мирных договоренностей. На переговорах будет решаться судьба всех украинских территорий, включая те, которые остались не подконтрольны России. Астролог считает, что обсуждения будут сложными и потребуют много времени и усилий. Важно будет найти баланс между интересами различных сторон и разработать решения, которые будут приемлемы уже для всех участников процесса. Астролог рассматривает несколько возможных сценариев развития событий. Один из них включает в себя частичное признание независимости некоторых территорий и их дальнейшее включение в состав России или других государств. Другой сценарий предполагает создание автономных регионов с широкими полномочиями, что может стать компромиссным решением и снизить напряженность в регионе. Россия будет играть ключевую роль в этих переговорах. Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, так считает астролог, если сможет предложить конструктивные и реалистичные решения для урегулирования конфликта. Важно будет демонстрировать готовность к диалогу и сотрудничеству, чтобы добиться положительных результатов. Константин Дороган подчеркивает, что вероятность заключения мира в 2024 году стремится к нулю. Тем не менее, он указывает на возможность закладывания основ для мирного урегулирования ближе к концу года. Этот процесс будет сложным и многоэтапным, требующим значительных усилий со стороны всех участников. Переговоры о мире сталкиваются с многочисленными препятствиями. Политические разногласия, недоверие между сторонами и внешнее влияние – все это создает сложную обстановку, которая затрудняет достижение окончательного соглашения. Однако, несмотря на эти трудности, постепенные шаги к миру возможны и необходимы. Хотя заключение окончательного мирного соглашения в 2024 году маловероятно, основы для будущего мира могут быть заложены. Это включает в себя разработку предварительных договоренностей, установление каналов связи между конфликтующими сторонами и создание условий для дальнейших переговоров. Важным этапом станет достижение предварительных договоренностей по ключевым вопросам. Это может включать в себя временные соглашения о прекращении огня, обмене пленными и гуманитарной помощи. Такие шаги могут создать атмосферу доверия и продемонстрировать готовность к диалогу. Эффективные каналы связи между сторонами конфликта и международными посредниками будут играть решающую роль в переговорном процессе. Они позволят быстро реагировать на возникающие проблемы и предотвращать их эскалацию. Создание таких каналов – важный шаг на пути к долгосрочному миру. Для успешного продолжения переговорного процесса необходимо создать благоприятные условия. Это включает в себя снижение военной активности, обеспечение безопасности для участников переговоров и привлечение международного сообщества для мониторинга и поддержки мирных инициатив. Сейчас мало кто сомневается, что специальная военная операция переросла в нечто более масштабное. Конфликт затрагивает множество стран и регионов, вовлекая их в сложные геополитические игры, что делает задачу урегулирования конфликта еще более трудной и важной.
Конфликт оказывает значительное влияние и на международные отношения, изменяя привычные альянсы и союзы. Многие страны пересматривают свои внешнеполитические стратегии, стремясь защитить свои интересы и найти новые пути для сотрудничества. Это создает сложную и нестабильную обстановку, требующую внимания и осторожности. Экономические последствия конфликта также значительны. Санкции, торговые ограничения и военные расходы наносят ущерб экономике вовлеченных стран, замедляя их развитие и снижая уровень жизни населения. Решение этих проблем потребует времени и совместных усилий международного сообщества. Международное сообщество играет ключевую роль в процессе мирных переговоров. Поддержка и давление со стороны крупных держав и международных организаций могут способствовать достижению соглашений и стабилизации ситуации. Многие страны и организации готовы предложить свои посреднические усилия для урегулирования конфликта. Их задача – помочь сторонам конфликта найти общий язык, предложить компромиссные решения и обеспечить соблюдение договоренностей. Константин Дороган не единственный, кто делает предсказания относительно будущих событий. Григорий Кваша, известный математик и аналитик, также высказывает свои прогнозы, основанные на точных расчетах и глубоком анализе данных. По мнению Кваши, конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году. Прогнозы Кваши отличаются от астрологических предсказаний тем, что основываются на математических моделях и аналитических методах. Кваша анализирует исторические данные, экономические показатели и политические тенденции, чтобы сделать свои выводы. Его подход позволяет учитывать множество факторов и создавать точные прогнозы на основе объективных данных. По мнению Кваши, конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году. Он считает, что к этому времени обе стороны исчерпают свои ресурсы и будут вынуждены искать мирные пути решения проблемы. Экономические и социальные последствия конфликта станут настолько значительными, что продолжение войны станет невозможным. Также, согласно предсказаниям Ванги, 2024 год станет решающим в противостоянии России и Украины. Ванга считала, что в этот период произойдут важные события, которые существенно повлияют на ход конфликта и могут привести к его завершению. Ее предсказания основываются на интуитивных озарениях и духовных видениях, которые она получила на протяжении своей жизни. Также подход Григория Кваши отличается строгой научной основой и использованием математических методов. Его прогнозы являются результатом анализа больших объемов данных и применения сложных математических моделей. Этот подход позволяет делать точные и обоснованные прогнозы, учитывающие множество факторов. В отличие от математического анализа, предсказания Ванги основаны на интуитивных озарениях и духовных видениях. Ее подход позволяет заглянуть за пределы рационального анализа и учитывать духовные и энергетические аспекты событий. Ванга считала, что ее видения дают возможность предсказывать будущее и предупреждать людей о грядущих событиях. Прогнозы таких известных экспертов, как Константин Дороган, Григорий Кваша, Ванга, оказывают значительное влияние на общественное мнение. Их предсказания привлекают внимание широкой аудитории и вызывают активные обсуждения в СМИ и социальных сетях. Многие люди обращаются к их прогнозам, чтобы лучше понять текущие события и подготовиться к будущим изменениям. Тамара Глоба, известная российский астролог и автор многочисленных книг по астрологии, тоже сделала свои прогнозы на 2024 год. Она утверждает, что 2024 год с точки зрения астрологии напоминает период Второй мировой войны. Это означает, что текущие астрологические циклы и положение планет создают сходные энергетические и вибрационные условия, которые могут влиять на глобальные события и тенденции. Глоба обращает свое внимание на сходство астрологических конфигураций, которые наблюдаются в 2024 году с теми, что были во времена Второй мировой войны. Она считает, что это может означать повторение определенных исторических паттернов, связанных с конфликтами и глобальными изменениями. Однако это также может указывать на возможность выхода из кризиса и наступления нового этапа в развитии мирового сообщества.
Тамара Глоба предсказывает, что конфликт между Россией и Украиной пойдет на спад уже к концу 2024 года. Это предсказание основано на анализе астрологических факторов, которые указывают на возможность смягчения напряженности и постепенного перехода к мирным переговорным процессам. Глоба считает, что звезды благоприятствуют урегулированию конфликта и достижению компромиссов. Один из ключевых факторов, на который обращает внимание Тамара Глоба, это положение Сатурна. В 2024 году Сатурн войдет в знаковое положение, которое часто ассоциируется с разрешением конфликтов и установлением стабильности. Сатурн, известный как планета кармы и ответственности, может способствовать нахождению долгосрочных решений и укреплению международных связей. Другой важный фактор – это влияние Юпитера, планеты расширения и роста. Юпитер будет находиться в благоприятном положении, что будет способствовать развитию дипломатических усилий и международного сотрудничества. Глоба считает, что это время может быть использовано для создания новых союзов и укрепления существующих, что поможет стабилизировать ситуацию в регионе. Тамара Глоба также отмечает и важность лунных узлов и затмений, которые произойдут в 2024 году. Эти астрологические явления часто связаны с судьбоносными событиями и переменами. Глоба полагает, что затмения могут стать катализаторами для важных политических и социальных изменений, которые приведут к постепенному урегулированию конфликта. Также Тамара Глоба считает, что 2024 год – это время значительных политических изменений. Она предсказывает, что многие страны пересмотрят свои внешнеполитические стратегии и начнут искать новые пути для сотрудничества и взаимодействия. Эти изменения будут способствовать стабилизации международной обстановки и снижению напряженности. С астрологической точки зрения 2024 год также обещает быть благоприятным для экономического восстановления. Тамара Глоба предсказывает, что многие страны начнут восстанавливать свои экономики после кризисных лет, что приведет к улучшению уровня жизни населения и росту инвестиций. Это станет важным фактором в процессе урегулирования конфликтов и создания более устойчивого и справедливого мира. Помимо политических и экономических изменений, Тамара отмечает важность социальных и культурных трансформаций. Она считает, что уже во второй половине 2024 года люди будут более активно стремиться к справедливости, к равенству и гуманизму. Эти стремления будут способствовать росту социальной активности и усилению гражданского общества. Надежда Королева, известная энергопрактик и духовный наставник, предоставляет свои прогнозы, основываясь на анализе энергетических полей и потоков. Ее предсказания учитывают не только физические, но и политические аспекты, а также энергетические влияния, которые могут существенно влиять на события в мире. Королева предсказывает, что атаки на Россию с воздуха усилятся после вступления Владимира Путина в должность президента. Она отмечает, что это будет связано с попытками внешних сил ослабить российскую оборону и вызвать внутренние напряжения. Эти атаки могут включать использование беспилотников, ракет и других видов оружия. В ответ на усиление атак Москва будет реагировать сдержанно, сосредоточив свои усилия на стратегическом прорыве фронта. Королева считает, что российское руководство избежит эскалации конфликта и сосредоточится на достижении своих целей с минимальными потерями. Эта стратегия будет направлена на сохранение стабильности и укрепление позиции России на международной арене. Королева подчеркивает, что конфликт вокруг России сопровождается мощными негативными энергетическими потоками, которые оказывают давление на страну и ее население. Эти энергии могут вызывать стресс, тревогу и нестабильность, что требует дополнительных усилий по защите и очищению энергетического поля нации. Для противодействия негативным энергиям Королева рекомендует использовать различные методы энергетической защиты. Это может включать в себя медитации, ритуалы очищения и использование защитных амулетов. Она считает, что коллективная работа по укреплению энергетической защиты страны поможет смягчить влияние негативных энергий и сохранить стабильность.
По мнению Королевой, российское руководство будет сосредоточено на стратегическом прорыве фронта. Это включает в себя как военные, так и дипломатические усилия, направленные на изменение текущей обстановки в пользу России. Королева считает, что сдержанность и стратегическое мышление позволят России добиться своих целей с минимальными рисками. Королева подчеркивает и важность дипломатических усилий в текущей ситуации. Она считает, что Россия будет активно работать над укреплением своих международных союзов и поиском новых партнеров. Эти действия помогут создать более благоприятные условия для урегулирования конфликта и снижения напряженности. Надежда Королева уверена, что в долгосрочной перспективе Россия сможет устранить негативные энергетические влияния и укрепить свою позицию. Это потребует времени и усилий, но результаты будут способствовать улучшению общей ситуации и созданию условий для устойчивого развития. Королева также предсказывает, что после преодоления текущих трудностей Россия сможет восстановиться и начать новый этап развития. Это будет сопровождаться ростом экономики, улучшением социальных условий и укреплением национальной безопасности. Энергетическое очищение и укрепление помогут стране двигаться вперед и достигать новых высот. Вот такие, друзья, интересные и глубокие прогнозы на 2024 год, особенно на вторую половину этого года, сделали известные астрологи и эксперты. Важно помнить, что каждый прогноз – это возможность подготовиться к возможным изменениям и сделать свою жизнь лучше. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайки и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные прогнозы и аналитические материалы. Оставляйте комментарии с вашими мыслями и вопросами. Нам важно ваше мнение. Благодарим, что были с нами. До новых встреч на нашем канале. Берегите себя и своих близких, и пусть звезды всегда будут благосклонны к вам.